Приветствую вас на канале Техревизор. Я сделал подборку смартфонов из среднебюджетного сегмента. Давайте посмотрим, что такого сейчас можно купить, если в кармане от 20 до 30 тысяч рублей. Подобрал 10 моделей для разных задач. Есть варианты как для повседневной рутины, типа позалипать в ютубе, полистать ленту, пообщаться. А есть варианты ближе к геймерским. В общем, не уделил внимания разве что ударопрочным защищенным кирпичам. Все-таки ниша узкая, ранее просто сделал для них отдельный рейтинг. Можете глянуть, если именно такие вас заинтересуют. Ну а мы пройдемся по классическим смартам, в задачи которых входит просто быть быстрыми и комфортными для пользования каждый день. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и давайте приступим к рейтингу. 10 место рейтинга я отдал Huawei Nova Y91. Нижняя планка нашего бюджета, один из самых доступных смартфонов в рейтинге. По совместительству еще и самая большая лопата на 7 дюймов. Вот уж действительно планшетофон. С такими габаритами на компактность он даже не претендует. Разрешение для такого экрана 2400 на 1080 пикселей, то есть Full HD+. Плотности пикселей вполне достаточно, картинка четкая. Конечно, по цветам не такая насыщенная, так как дисплей сделан на базе IPS-матрицы, но жаловаться на тусклость картинки или недостаточную яркость не придется. Цвета все равно насыщенные и контрастные, яркости хватает. Конечно, в яркий солнечный день ее может быть недостаточно, но можно легким движением прикрыть экран и решить проблему. Также у смарта повышенная частота обновления до 90 Гц. Мелочь, а листать ленту и копаться в браузере поприятнее. В общем, приличный такой экран. Забавно выглядит еще эта бровь, которая мне что-то напоминает. Как будто где-то такое я уже видел. Никак не могу вспомнить где. Но шутки шутками, а питает такой здоровенный дисплей соответствующая батарея на 7000 мАч. Самый высокий показатель в рейтинге, между прочим. Заряжается, правда, не так быстро, как хотелось бы, так как в комплекте идет блок питания на 22 Вт. Но примерно за 1,5 часа можно сделать с 0 до 100%. Процессор у этого Huawei уже не самый молодой, Snapdragon 680. Его хватает для шустрой работы смарта. Но для игр уж точно не лучший вариант, так как еще и тротлит знатно. Но, например, для фоток его мощи достаточно. Вытягивает основной объектив 50 мегапикселей, фронталку на 8, что позволяет делать им базового качества снимки при хорошем освещении. Но если вам нужно что-то ближе к игровому за те же деньги, посмотрите на Tecno Pova 5 Pro. По внешнему виду очень нестандартный смартфон, особенно задняя панель удивила. И дизайн интересный, чисто игровая тема. Да еще и подсветку впихнули, есть 9 режимов. Сама переключается в разных ситуациях, будь то игровой режим или просто уведомления. Компактным смарт тоже не назовешь, диагональ экрана 6,7 дюйма. Конечно, поменьше, чем прошлый Huawei, но из-за толстого корпуса и квадратных торцов в руке ощущается не то чтобы очень эргономичным. Хотя это дело индивидуальное. Да и не в новинку уже такой кирпичный дизайн в 2023 году. Экран по-прежнему на IPS-матрице. Каких-то претензий к нему не могу высказать. Широкий цветовой охват, яркости с головой, еще и частота обновления 120 Гц. В играх с красивой графикой картинка реально получается атмосферной, плюс подсветка на задней панели. В общем, геймеры заценят. А вот что точно не заценят, так это производительность. За нее отвечает MediaTek Dimensity 6080. Мягко говоря, не самый эффективный процессор. В простенькие игры на высоких настройках можно зарубиться, но в каком-нибудь Genshin и ему подобным только низкие. Но все-таки это самый низ бюджета, поэтому каких-то впечатляющих результатов я и не ожидал увидеть. Это же касается камер. Есть только основной объектив на 50 мегапикселей, вспомогательный на 2 и фронталка на 8. Простенькие сенсоры со слабой детализацией, которые не передают объема и ярких оттенков. В общем, телефон фоткает на базовом уровне, которого достаточно для обычного пользователя. Сфоткать семью, елки, расписание, документы, какой-нибудь пейзаж. 8 место занимает OnePlus Nord CE3 Lite. Другое дело камеры вот этого OnePlus. И не важно, что это бюджетная линейка Nord CE. Важно, что во флагманских смартах OnePlus научился делать реально годные снимки.
Почему в бюджетке шансов сделать годно побольше? Основной датчик на 108 мегапикселей от Samsung. Но дань стоит отдать скорее хорошо обученным алгоритмам, которые стараются вытянуть как можно больше четкости и оттенков. Также есть и два дополнительных сенсора, но от них толку никакого. Фронталка только еще хорошо снимает, но при хорошем освещении. В общем, камеры у этого смарта более навороченные. Но правды ради, это и не игровая модель. Так, яркий смарт чисто на каждый день, но при этом не такой простой, какими бывают конкуренты. Здесь и экран на 120 Гц. AMOLED-матрицы, правда, не хватает, но к цветопередаче и контрастности все равно придраться не могу, поэтому в недостатки записывать этот нюанс не буду. Разве что плюс для людей с чувствительными глазами, страдающих от шима. А так, это все те же 6,7 дюйма и Full HD плюс разрешение, ничего сверхъестественного. Проц тоже самый обычный, Snap 695 5G. Для быстрой работы смартфона его хватает за глаза. Можно и в играх посидеть, он не будет против, но недолго. Если у прошлого Tecno охлаждение было замороченным, со специальной теплоотводящей камерой, то у этого нет ничего такого, поэтому греется дракон еще сильнее. Все-таки не игровой вариант. Ну и напоследок упомяну лишь автономность. Батарея на 6000 мАч, зарядка на 67 Вт. Около 1,5 дней без подзарядки. Ну и от 0 до 100 он может сделать меньше, чем за час. Поэтому можно за уровнем заряда в принципе не следить, так как в любой момент за 15 минут можно набрать энергии еще на целый рабочий день. На 7-е место рейтинга поставил Vivo V27i. И если прошлый OnePlus это бюджетное решение флагманского бренда, то здесь все ровно наоборот. И есть в этом свои преимущества, так как производитель представляет все-таки одну из своих лучших моделей, над которой надо бы попотеть. Поэтому экран здесь уже AMOLED. Яркий, с хорошими углами обзора, точной цветопередачей. Есть даже полноценный Always On дисплей, который работает постоянно и не отключается через 10 секунд бездействия. Ну и частота обновления в 120 Гц. Уточню сразу, что 120 Гц будут работать не в каждом приложении, поэтому если вам в телефоне важно еще и в игры в 120 FPS покатать, то это не про этот Vivo. Да и процессор у него, честно говоря, ну совсем не про 120 кадров. За производительность ответственным назначили MTK Helio J99. В своем среднебюджетном сегменте он один из лучших. Молодой, не горячий камень, которому не присущ тротлинг и нагрев. Дает смарту шустро работать, моментально откликается. Разве что с тяжелыми играми отношения напряженные. Все-таки не хватает ему мощей, чтобы запускать все новинки на высоких настройках графики в 60 кадров. По автономности есть интересный момент. Стоит батарея на 4600 мАч, которая прекрасно справляется со своей задачей. В комплекте идет мощнейший блок на 80 Вт. Но вот сам смарт принимает максимум 66 Вт. Но это все равно 45 минут с 0 до 100%. Поэтому просто упустим этот момент. Ну и простые, без излишеств камеры, которые делают хорошие снимки. Это я за основной и фронтальный объектив говорю. Цвета передают, мыла нет, засветов и всего прочего тоже. Для базовых задач достаточно с головой. Если прошлый Vivo вам не по душе, зацените вот этот Tecno Camon 20 Pro 5G. За те же деньги вы можете выбрать его. У Tecno также AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. По сравнению с Vivo нет какого-то серьезного отличия в отображении картинки. Да, на тестах может есть какие-то там улучшения в показателях Δe, отклонение гамма-кривой от степени зависимости спектров RGB и других сложных слов. Но для нас, как обычных потребителей, это серьезной роли не играет. Ленту полистать, YouTube посмотреть, позвонить, попереписываться – для этого достаточно просто качественной картинки с хорошей цветопередачей и ярким экраном. Здесь на 6,7 дюйма приходится Full HD плюс разрешение, поэтому углубляться сильнее я не вижу смысла, так как и без того к дисплею не придраться. Процессор у Tecno ровно такой же, Helio J99. Сами понимаете, смарт работает быстро, но не в каких-нибудь замороченных играх. Для обычных задач его с головой. Операционка не тупит, не зависает, поэтому о производительности стоит переживать разве что геймерам. Ну и есть небольшой даунгрейд по зарядке, но тут обошлось без фокусов. 5000 мАч и 33-ваттный блок питания. Да, это не 45 минут до 100%, а час с копейками. Но смарт и так не заставляет ждать, пока зарядится, поэтому не столь важный нюанс.
Набор камер плюс-минус один и тот же. Основная на 64 мегапикселя, макро на 2 и фронталка на 32. Макро сразу откидываем, а вот остальные хорошо справляются со своей задачей. Умеренная детализация, хорошая цветопередача и съемка видео в 4К со стабилизацией. В общем, база. Топ-5 Infinix Note 30 Pro. Еще одним кандидатом в ваше владение может стать Infinix Note 30 Pro. На фоне последних двух позиций больше всего мне понравилась его цена. Он стоит на лишние пару тысяч рублей дешевле, но при этом по характеристикам какого-то даунгрейда нет. То есть по сути за меньшие деньги мы получаем близкие друг другу смартфоны. Другими словами, лучшее соотношение цена-характеристики. На качество тоже жаловаться не придется. Каких-то подводных камней у этого смарта я не нашел. Просто стандартный телефон для повседневных задач, без всяких наклонностей в игры или уж тем более в премиум-сегмент. Твердый бюджетник. При этом у него отличный AMOLED-экран с Full HD Plus разрешением. Реально очень яркий, с антибликовым покрытием, чтобы даже под солнцем все было четко видно. Чистый черный цвет, равномерный белый, хорошие углы обзора без искажения цветов и частота обновления 120 Гц. В общем, действительно качественный дисплей. По производительности никакого ноу-хау не завезли, но оно и к лучшему. В бюджетном сегменте всякие эксперименты часто заканчиваются печально. Поэтому это уже третий подряд смартфон, которому в качестве сердца поставили Mediatek Helio J99. Просто, понятно, эффективно. Смартфону от этого не хуже, работает он быстро и стабильно. Правда, в том числе из-за этого не приходится ждать апгрейда по камерам. Алгоритмам мало такого процессора, чтобы делать что-то невозможное. Поэтому, даже несмотря на другие сенсоры, основная камера делает стандартную для бюджетного смартфона съемку. С хорошей детализацией, цветопередачей, без мыла и кучей артефактов. Топ-4 Xiaomi 12 Lite. Прошло уже больше половины рейтинга среднебюджетных смартфонов, а до сих пор не было ни одного Xiaomi. Природа удивительна, но прервем это недоразумение двумя моделями. Первая Xiaomi 12 Lite. Самый компактный смарт в этом рейтинге с диагональю экрана 6,55 дюйма. Хотя за счет острых граней в руке лежит не так комфортно, как если бы это была более обтекаемая форма. Тем не менее, урезать разрешение из-за такой диагонали не стали, а оставили все те же Full HD Plus на AMOLED-матрице. Ну и 120 Гц, само собой, на месте. Правда, сугубо игровым смартфон от этого не становится. Это упрощенная версия флагманской модели 12 серии, поэтому до игрового ему еще как до луны. Хотя при этом поставили более мощный проц Snapdragon 778G. Постарее Helio J99, но тем не менее выдает больше производительности. Это понятно по результатам тестов в бенчмарках и в играх. Правда, один лишь нюанс. Экран у него, как мы уже знаем, на 120 Гц. И это, безусловно, преимущество. Но в играх при высоких настройках 120 FPS ну никак не получится. Поэтому, если вы фанат безудержной плавности, придется понижать графику, так как 120 кадров там ну никак не получается. Напоминаю, что смарт совсем не игровой. Ну а в целом, за счет этого процессора Xiaomi 12 Lite реально быстро работает. Быстро подгружает приложение, не зависает и реагирует на запросы. Плюс за счет этого сюда поставили более мощные камеры. На 108 мегапикселей основной объектив и 32 мегапикселя фронталка. Фотки получаются реально неплохие. Конечно, до уровня айфона все равно не дотягивает, но цвета передает натурально, детали вытягивает, пересветами не страдает. А вот третье место топа за дочерним брендом Xiaomi – Poco X5 Pro. Он стал выше Xiaomi 12 Lite не за счет каких-то крутых характеристик. Решающую роль сыграли мелкие детали, в том числе и новизна. Poco элементарно дольше будет поддерживаться производителем, получать обновления. В целом Poco X5 имеет ровно такой же процессор Snapdragon 778G. Поэтому о каком-то росте производительности и игровом потенциале здесь не скажешь. Эффективность и скорость работы плюс-минус на том же уровне, хотя еще смотря какая конфигурация памяти. Но это если говорить о битве на равных. Из более заметного апгрейда – экран. Он немного отличается. Это как бы тот же AMOLED, но гибкий. Такой ноу-хау у Poco, которое, кстати, удалось. Дисплей натурально загибается в нижней части. За счет этого смарт имеет меньшую рамку на бороде и лучше передает цвета. Придраться к чему-то трудно, разве что габариты не радуют. Диагональ-то 6,7 дюйма.
По сравнению с 6,5 дюйма прошлого Xiaomi не так эргономично в руке лежит, несмотря на такую крохотную разницу. По камерам есть некоторые моменты по дополнению всяких режимов типа видеоблога и кино. На официальном сайте даже открыто заявляют о какой-то съемке профессионального уровня. Но это все не добавляет смарту каких-то реальных фотографических способностей на фоне всех прошлых смартфонов, что мы сегодня рассмотрели. Главное, что Poco реально хорошо снимает даже в 4К. Само собой, ни о каком профессиональном качестве и речи нет. Но по итогу снимки и видео получаются четкими, с хорошими цветами и, если надо, со стабилизацией. Ну и второе место топа я решил отдать лучшему, по своему скромному мнению, смартфону для игр в бюджете до 30 тысяч рублей. Это Infinix GT10 Pro. Есть у него схожие черты с уже знакомым нам Tecno Pova 5 Pro. Например, дизайн у обоих кричит о своем игровом предназначении. Выглядит и правда незаурядно. Конечно, тактильно это просто плоский материал без какого-либо объема и рельефности. Тут же встроен светодиодный элемент возле блока камер. Своего рода индикатор сообщений, звонков, подключений и зарядки. Ну и еще он умеет в такт музыки мигать. В общем, прикольная развлекуха. Спереди дисплей самый обычный, ничем интересным не выделяется. Стандартные 6,7 дюйма на AMOLED-матрице, Full HD+ разрешение и частота обновления 120 Гц. Сказать нечего. Тонкие рамки, цветастое изображение и натуральная цветопередача. А вот чтобы вытянуть эти 120 Гц, поставили уже более подходящий проц – MediaTek Dimensity 8050G. На деле это переименованный Dimensity 1200-1300. Немного греется, сбрасывает частоты, если сильно напрягать в Геншине. Но охлаждение у него посложнее, чем у обычного смарта, поэтому смарт не страдает жесткими перегревами. Но в целом хорошо тянет современные тяжелые игры на средних-высоких. Еще полезная фича для геймеров – зарядка в обход батареи. То есть вы сможете играть даже на зарядке без вреда аккуму. За такое Infinix однозначно респект. При этом по автономности совершенно базовые показатели – 5000 мАч и 45 Вт зарядка. Этого более чем достаточно для игровых задач, тем более с такой-то хитро выдуманной зарядкой. Первое место рейтинга занял Realme 11 Pro. Один из лучших смартфонов для ежедневного пользования типа переписок, листания соцсетей, просмотра фильмов и так далее. В общем, для рутины. И при этом у него тоже есть интересная версия внешки в бежевом цвете. Задняя крышка сделана из эко-кожи, посередине также декоративный элемент шва. Кому-то такие выкрутасы могут показаться непрактичными, мол, пачкается, затирается и так далее. Для таких есть стандартная версия в черном цвете с пластиком на спине. Скучно, однообразно, но для кого-то практичность превыше всего. В качестве проца тут стоит Dimensity 7050G. Для игр он не сильно подходит, хотя на низких и средних настройках графики еще выдаст стабильный FPS. Но нам это не столь важно. Главное, что в обычных прогах смарт летает, без единого лага и фриза. А с дисплеем в 120 Гц так еще приятнее скроллить, свайпать и ковыряться в браузере. В плане экрана тоже один спорный момент. По параметрам вопросов не имею. AMOLED, Full HD+, и 6,67 дюйма. Но вот края у него закругленные. Опять же, не очень удобно в плане подбора стекла. Но зато удобно в использовании, и корпус у смартфона гладкий, без острых граней. В общем, в руке эргономично лежит. Также похвалю камеры. Основной модуль на 100 мегапикселей выдает типичные фото с хорошей цветопередачей, четкими контурами и деталями. Фронталка также не огорчит качеством. А наконец макро на 2 мегапикселя и ширик на 8 могут выдать что-то сносное, не мыльное, хотя бы с какой-то адекватной обработкой. В общем, хороший смарт за свои деньги для рутинных задач со всем необходимым функционалом. На этом мой рейтинг подошел к концу. Ссылку с актуальными ценами на модели я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.